Я хочу привести один пример. Пример одного еврея. Его звали Анжел, владелец самой знаменитой пекарни в Германии. Он часто говорил: знаете, почему я сегодня жив? Был еще подростком, когда нацисты в Германии убивали безжалостно евреев. Нацисты отвезли нас с поездом в Аушвиц. Ночью в отсеке был смертельный холод. Нас оставили дни напролет в вагонах без еды, без кровати, а значит, без возможности как-то согреться. Всюду шел снег. Холодный ветер морозил нам щеки ежесекундно. Нас было сотни людей в те холодные ужасные ночи. Без еды, без воды, без укрытия. Кровь замерзала в жилах. Рядом со мной был пожилой еврей, любим в моем городе. Он весь дрожал и выглядел ужасно. Я обхватил его своими руками, чтобы согреть его. Обнял его крепко, чтобы отдать немного тепла. Растер ему руки, ноги, лицо, шею. Я умолял его остаться в живых. Я ободрял его. Таким образом, я всю ночь согревал этого человека. Я сам был уставшим и замерзшим. Пальцы окоченели. Но я не переставал массировать тело этого человека, чтобы согреть его. Так прошло много времени. Наконец наступило утро. Солнце начало сверкать. Я оглянулся вокруг себя, чтобы увидеть других людей. К своему ужасу, все, что я мог видеть, это были замерзшие трупы. Все, что мог слышать, это была тишина смерти. Морозная ночь убила всех. Они умерли от холода. Выжили только 2 человека. Старик и я. Старик выжил, потому что я не давал его замерзнуть, а я выжил, потому что согревал его. Позволишь мне сказать секрет выживания в этом мире? Когда ты согреваешь сердце других, тогда и ты согреешься. Когда ты поддерживаешь, укрепляешь и воодушевляешь других, тогда и ты получаешь поддержку, укрепление и воодушевление в своей жизни. Дорогие мои друзья, это секрет счастливой жизни. У нас есть учение по этому поводу, друзья. Римлянам 12 глава 13 стих. В нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странноприимстве. В другом месте апостол Иоанн говорит, он говорит о том, что помощь братьям равносильно хождению в истине. Посмотрите, старец возлюбленному Гаю, которого я люблю поистине. Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. Ибо я весьма обрадовался, когда пришли братья и засвидетельствовали о твоей верности, как ты ходишь в истине. Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине. Возлюбленный, ты как верный поступаешь в том, что делаешь для братьев и для странников. Вы видите, в чем хождение в истине для Иоанна? То, что ты делаешь для братьев и для странников. Это учение, новозаветное учение, друзья.